Нас двое, и мы исследуем заброшенный мир. Вокруг нас много физических явлений, которые можно спутать с паранормальным. Но мы постараемся разобраться, где вымысел, а где правда. Развеем мифы и оставим только истину. Вы готовы оказаться по ту сторону? Тогда вперед! Всем привет, друзья! Вы на канале On the Other Side, по ту сторону. Меня зовут Марта, и сегодня я без Алены. Так получилось, что я проезжала мимо места, в котором мы уже были. Это огромный заброшенный санаторий. Были мы в нем где-то год назад. Да, год назад мы были там в последний раз. Помните, когда проводили там ритуалы какие-то ребята? Что такое, Марта? Не, мы отсюда сваливаем. И мы наткнулись на горящую свечу. Ссылочку я прикреплю сверху. Вот. И я решила, пользуясь случаем, проезжая мимо этого места, посмотреть, что с ним стало, как оно сейчас выглядит, что в нем происходит. На самом деле мне довольно страшновато, потому что давненько я не снимала контент, знаете, такое ощущение, как в первый раз. Вот, поэтому поддержите меня, поставьте лайкосик. Я надеюсь, что новый сезон будет насыщенный. Обещать не буду, но очень на это надеюсь и буду очень стараться, чтобы вам в этом сезоне было на что посмотреть. Отправляемся в заброшку и смотрим, что с ней стало спустя год. Вот одна заброшка. Не знаю, кто, ребятушки, помнит, кто давно у нас на канале. Вот это вот одна заброшка стоит здесь, но в нее забраться довольно-таки тяжело, потому что, видите, она стоит в состоянии недостроя, то есть ее строили, я так понимаю, делали либо общежитие, либо какой-то комплекс. Какие-то звуки уже из леса. По-моему, эту заброшку вы тоже на канале видели. Довольно жуткое зрелище, потому что такое чувство, что она горела, хотя никогда не была жилой. Вот так вот это выглядит. Видите, все расписано. Ленточка шевелится, наводит страха. И можно через подвал забраться. Можно, наверное, забраться, кстати, как-то там. Не знаю. Но на самом деле я ехала не сюда, а в заброшку, которая находится рядом. Хотя здесь, видите, каждая комната уже как произведение искусства, потому что все разрисовали и снаружи, и внутри. Но наша цель находится вон там, именно та заброшка, на которой мы были, кстати, 2 раза. Мы здесь однажды даже, кстати, снимали стрим. Это было в ночное время. Вот, и заброшка очень большая, заброшка очень атмосферная. Я не знаю, есть ли смысл, в принципе, вам что-то показывать на данный момент там, потому что кто с нами давно, тот эту заброшку уже видел. Но, может быть, для новеньких ребят, кто не смотрел весь наш контент, будет интересно посмотреть. И мне самой будет интересно посмотреть, потому что время идет и, к сожалению, неумолимо движется вперед, разрушая заброшенные здания и раскладывая их по кирпичикам. Сейчас я вам покажу это зрелище. Смотрите, друзья, так вот это выглядит на данный момент. Мне интересно очень попасть в ту комнату, где бассейн. А бассейн у нас вот там, вот видите, кругляшки. Вот там находится бассейн. Что стало с бассейном? Потому что бассейн, по мне, это прям изюминка этого места. Посмотрите, сколько следов. Следов очень много. То есть эта заброшка довольно популярна. И, как считается, что тут были, по-моему, несчастные случаи, которые даже приписывали к ненесчастным. Там бассейн. И вот эти ленточки. Видите, ленточки, которые меня очень сильно всегда настораживают на всех заброшках. Жесть. На самом деле жесть. Жесть как стрёмно, ребят.
Ребят, как будто шаги. Это очень страшно. Это очень страшно. Такое чувство, послушайте, как будто бы в этом месте прям идеальное место для маньяка. Страшно, что сзади кто-нибудь подойдет. Горы мусора. Я скажу вам честно, мне очень страшно. Я не знаю, почему светит солнце, на улице еще, в принципе, день, но очень страшно. Все везде капает. Такое чувство, что кто-то идет. Ладно, давайте откинем страхи, немножко пройдем. Смотрите, чем опасны, да, эти места. Видите, что происходит? Просто падает крыша. Видите, все огорожено. То есть вот эти блоки, они, по идее, могут рухнуть в любой момент. Весь этот контент снимается, ребятушки, на свой страх и риск. Поэтому будьте добры, прожмите лайкос, напишите комментарий. Я надеюсь, что меня слышно хорошо. Я не хочу разговаривать громко. Кстати, смотрите, видите, шариков много. То есть в этом месте играют, скорее всего, в пейнтбол. Вот. Хотя не знаю, как оно проходит по техническим нормам для таких игрищ. Потому что здесь все рушится. Просто все рушится. Видите, как все рушится, все капает. Так, свет я на всякий случай достала. Прям лают собаки. Где-то близко. Хоть бы это были не какие-нибудь охранные, которые прибегут сейчас и съедят меня. Так, ладно. Отбросить панику. Сейчас мы попробуем с другой стороны зайти. По-моему, там есть вход с другой стороны, как там можно пройти. Вот, смотрите. Здесь можно вот пройти как раз в помещение с бассейном. Там вот забор, видите, вдалеке. Там уже частная территория. Но вроде бы голосов я здесь не слышу. Значит, здесь, скорее всего, никого нету. Единственное, что эти капли создают ощущение, что мы тут с вами не одни. Очень страшно. Здесь еще была куколка легендарная. Была куколка. И блогеры ее доставали с бассейна. И собаки залаяли. Это капец. Здесь такие, как душевые. Давайте. Здесь кто-нибудь есть? Вот котятки, ребят, перед самым бассейном. Жуткий бассейн. Все капает, видите? Боже, как страшно.
На стене написано конец. End. Здесь лед, ребят. Здесь просто лед. Просто лед. Все в очень опасном состоянии. Смотрите, деньги. Интересно, настоящие? Я уверена, что, конечно же, нет. Видите, сколько денег. Все по 100 баксов. Господи, это прям идеальная логово маньяка. Прям идеальная. Это место, мы, ребятки, тоже было недостроено. Вот, тут вверху мы были, помните, стояли? Там вверху, когда я зашла только. Это просто такие лабиринты, ребят. Так, стабилизатор отказывается работать. Как мы можем подняться наверх? Как мы можем подняться наверх? Есть ли здесь лестница? Есть ли здесь лестница? Боже мой. Знаете, что стрёмно? Стрёмно, что здесь очень много углов. И за каждым углом может кто-то поджидать. Вот это действительно страшно. Какая-то машина едет, слышите? Я все время оборачиваюсь, ребята, потому что это действительно страшно. Интересно, где кукла теперь сидит? Так, тут мы можем свет. В принципе, выключить. Ну ладно, я оставлю, чтобы у вас было лучшее изображение. Видите, здесь сколько всяких потайных уголков. А ну-ка, давайте-ка, а вдруг, да? А вдруг? Искусственно. Вы слышите сейчас удар? Машина приехала, ребят. Где-то приехала машина. Это была кошка или плач ребенка. Я прям слышу удары. Ребята, это пиздец.
Знаете, что вам скажу? Что я ухожу с этого места. Я ухожу с этого места, потому что меня начинает трясти. И это не от холода. Ребят, это не от холода. Я не знаю, что здесь происходило. Я не знаю, мне трясутся руки, ребят. Я не знаю, видно или нет. Я не знаю, что здесь происходило в этом месте досконально. То есть, правда ли, что здесь были какие-то смерти. Но, ребят, я не шучу. Я действительно не шучу, потому что я сейчас словила такую паническую атаку. Я много где ходила одна, и вы прекрасно знаете, что я не всегда, я часто не боюсь. Но сейчас, когда я услышала вот эту вот кошку, наверное, это была кошка, по звуку, которое было похоже очень сильно на плач ребенка, я услышала какие-то удары, и передо мной начала обваливаться стена. Я не успела это заснять, потому что я снимала себя, но вы видели мою реакцию. Ребята, это очень жесткое здание. У него отвратительная энергетика. У него просто ужаснейшая энергетика. Я не знаю, почувствовали ли вы это через камеру. Вот у меня такое чувство, что там кто-то стоит. Сейчас я вам покажу. Вот у меня такое чувство, что там, как будто за стеной, очень трясутся руки, ребят, не обессудьте. Видите, там как будто бы, где моя рука? Там как будто за стеной кто-то стоит. Сейчас я слышу, ребятки, отчетливо стон. Я заслышала стон. И знаете что? Пожалуй, я не буду двигаться дальше, потому что я чувствую, что это не стоит того. Это не стоит того. Да, ребята, может быть, вы сочтете меня ненормальной, но я постоянно здесь что-то слышу. Я постоянно здесь что-то слышу. Я понимаю, что это старое здание. Я понимаю, что это нормально для заброшки, которая разрушается. Но вот эта вот ублюдская, угрюмая атмосфера, это, конечно, непередаваемо. Давайте попробуем обойти еще вокруг. Я еще не готова прям сдаться и уезжать. Давайте попробуем обойти и посмотреть с другой стороны на здание. Голоса. Там машина просто приехала в частную вот эту собственность. Там что-то люди делают. От этого, я скажу, еще больше страшно. Обычно присутствие людей, оно как бы наоборот, да, тебя как-то вдохновляет. Ну, как-то тебя, так сказать, хотя бы успокаивает. Но нет, в таком месте, в полуглухом лесу, на отшибе, в такой заброшке, присутствие каких-либо людей, которых я не знаю, меня никак не успокаивает. А наоборот, создает еще больше паники. Вот еще одна заброшка. Где солнышко какое. Закатное солнце. Но от этого меня как-то не сильно радужно. Тут сразу два корпуса, видите, один и второй. Знаете, дорогие, я вот на это смотрю, вот этот корпус, вот этот, у меня не вызывает, в принципе, особо никаких эмоций. Ну, то есть именно вот внутренних, да, у меня нету там жути, страха. Вот я смотрю на этот корпус, и у меня прям начинается, не знаю, какая-то прям в душе
буря. Я не знаю, как вам писать, ребят, чувствуете ли вы это через камеру или нет, но именно от этого корпуса прям какое-то все зловещее. Тоже какие-то лабиринты, друзья. Какие это лабиринты. Это просто уму непостижимо. Сколько здесь ходов и выходов. Сколько здесь ходов и выходов. Не хочу, ребят, не хочу. Как бы я ни пыталась строить из себя отважную сейчас, а вот говорить, что мне не страшно, что я уже не в первый раз на заброшках и так далее, я не хочу туда идти. Я не хочу углубляться в это здание. Не знаю, как вам это объяснить, но я чувствую, что это не надо. Видите, меня к нему тянет. Но я не хочу. Но я пойду. Не хочу, но пойду. Видите, сколько здесь всего. Вот мы сейчас снизу. Сука, кошка. Господи, у меня чуть сердце не остановилось. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Киса. Кс-кс-кс-кс. Она была черная, по-моему, да? Фу, ребятки. Это просто капец. Это просто капец. Кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Кошка. О, мы вышли к бассейну. Смотрите. Куда ты делась? Не знаю, ребят. Возможно, это была не кошка. И у меня сел свет. Поэтому я просто отсюда... Как я отсюда могу выбраться? Я отсюда просто быстрее выбираюсь. Потому что везде супер темно. Я отсюда просто выбираюсь. У меня сел свет, друзья, резко в тот момент, когда я шла за кошкой, а свет был заряжен полностью. Вот скажите мне, сколько я снимала со светом? Минут 10? С полностью заряженными аккумуляторами. Вот скажите мне, это нормально? Да, на улице 3 градуса. Но это ненормально с полностью заряженными аккумуляторами отснять 10 минут, чтобы сел свет. Друзья, я сегодня на этой заброшке испытала и восторг, и ужас, скажу вам честно. Потому что я не ожидала. Я думала, я просто приеду, пройдусь, посмотрю, засниму вам это здание, да, как оно сейчас находится. Но что я там услышала миллион каких-то звуков, начиная от, понятное дело, капель и заканчивая какими-то вздохами, какими-то стонами и мяуканьем кошки, либо плачем ребенка, я не знаю, да, с
с тем, что мы с вами увидели потом кошку, да, ну, 99,9% понятно, что это была кошка. Хотя мистики, эзотерики скажут, что не факт, что это была кошка. Вот, я надеюсь, что вам этот ролик понравился, потому что я себе нервишки пощекотала, надеюсь, вам я их пощекотала в том числе. Подписывайтесь на канал за мои труды, за мою отвагу, ставьте лайкосик и до скорых встреч.